Всем здравствуйте! Всех приветствую себя в гостях. Меня зовут Алла. И сегодня будет общий расклад, какая женщина за вами наблюдает, и описание этой женщины. Загадайте интуитивно цифру 1 или 2 и выбирайте свой вариант. Итак, первый и второй. Так, первый вариант – аркан «Умеренность». По этому аркану не могу сказать, что женщина прям как-то безумно за вами наблюдает, везде вас выслеживает. Нет. Здесь ровное, спокойное к вам отношение. Давайте посмотрим, о какой женщине идет речь в первом варианте. В первом варианте речь пойдет о женщине из вашего прошлого. Здесь явно женщина, либо ваша бывшая жена, либо просто ваша бывшая женщина. Да, вы могли расстаться, кстати, по ее инициативе. Здесь женщина могла быть, скажем, той фигурой, которая не захотела этих отношений, которая сама либо подала на развод, либо сама ушла, либо была инициатором разрыва. Но самое интересное, что несмотря на то, что она была инициатором разрыва, женщина вас не отпустила. Что значит не отпустила? Это значит, что чувства у нее не угасли, а наоборот, с тех пор, как вы расстались, здесь чувства даже могли возродиться или даже усилиться. Здесь женщина могла выбрать другого мужчину и уйти от вас к нему. Либо, если это не была ваша жена, то здесь женщина просто предпочла другого мужчину вам. Ну, то есть вы могли догадываться или даже знать про наличие еще какого-то мужчины. Расклад общий, поэтому смотрите, тут может быть несколько вариантов. У кого-то может отыграться, что она выбрала своего бывшего и уже из ваших отношений ушла к бывшему. У кого-то может отыграться, что вы были с ней в отношениях, при этом вы знали, например, это могло быть знакомство в интернете, на сайте знакомств, и вы знали, что она еще с кем-то параллельно может переписываться. И в итоге она могла выбрать другого, а не вас. Ну, либо же здесь действительно была измена, и она ушла к другому мужчине от вас. Да. То есть здесь был выбор в пользу другого мужчины. Что у тебя сейчас? Какие у тебя сейчас чувства? Знаете, женщина повзрослела. Женщина повзрослела, вот те отношения, которые она предпочла, эти отношения ее капитально протрезвили, назовем это так. Те отношения, в которые она ушла, там мог мужчина ей изменить. То есть если, например, женщина изменила вам, то в тех отношениях, куда она ушла, там что-то произошло. Либо там мужчина ушел к другой, либо он и не планировал никуда уходить, и она просто была с ним в любовном треугольнике. Но при этом он мог ей много чего обещать и рассказывать. Поэтому те отношения, в которые она ушла, это отношения оказались совершенно разрушительные, абсолютно иллюзорные. И вот это вот протрезвление, оно очень сильно сказалось на ней. Женщина реально повзрослела, поумнела и научилась отделять иллюзии от реальности.
На сейчас, ребят, она за вами наблюдает, но так, знаете, как бы умеренно. А что конкретно ты хочешь узнать? Что тебя интересует? Женщина знает про то, что вы однолюб. Женщина знает, что вы из тех мужчин, которые не будут размениваться. Женщина знает, что вы не пойдете во все тяжкие после расставания с ней, вы не будете бегать, скажем, с одной истории во вторую историю. Знаете, вот как раз когда она ушла к другому, она как раз через какое-то время смогла сравнить вас вот с тем мужчиной, к которому она ушла. И это сравнение было в вашу пользу. И на сейчас ее интересует, один вы или с кем-то. Если вы с кем-то, то что это за женщина, какие у вас отношения и насколько серьезно вы готовы с этой женщиной быть. Но при всем при этом она не особо верит, что вы выберете другую женщину. Здесь почему-то она уверена, что вы ее любите до сих пор, даже если вы не хотите ее возвращать. Здесь почему-то женщина уверена в том, что вот она живет в вашем сердце, и даже если вы не хотите с ней общаться, то она уверена, что любите именно ее, не другую женщину, даже если вы там женились на ком-то или встречаетесь с кем-то. Здесь вот прям женщина уверена, что вот она прочно заняла ваше сердце, ваши мозги. И с кем бы вы там ни жили, не встречались, то все равно любите вы только ее. Но, тем не менее, здесь она пытается выслеживать вас с точки зрения, как там ваша личная жизнь. Здесь именно ее интересует личная жизнь. С кем вы и как вы. Хорошо, ты хочешь его вернуть? Видимо, она уже проявлялась. Видимо, вы как-то дали понять, что вы не хотите этих отношений. Потому что хотеть-то она хочет, но выпадают карты, которые говорят, что она боится облома. А раз она боится облома, значит, уже попытки были. Что делать? Ну, смотрите, здесь про то, что женщина очень осторожна по отношению к вам, потому что она понимает свою ошибку, она понимает свою вину. Напролом теперь ломиться к вам она не будет. Но периодически она может посылать какие-то сигналы через ваших общих знакомых или друзей или родственников. Здесь про то, что да, виновата, да, все осознаю, да, я готова подождать. Дверь открыта. Если ты все-таки решишься, то как бы дверь тебе открыта. Здесь вот об этом идет речь в первом варианте. Поэтому наблюдает, но так, аккуратно. Знаете, здесь интересует вот именно с кем вы. Сам или вы с кем-то. Так, единички, вот таким был ваш вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Вот мои контакты. Пишите в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, двоечки. Паш чаш. Тут кто-то новенький. Какая-то новая женщина. Что за женщина? Вот она. Королева жезлов. Так, смотрите, значит, тут подходят любые социальные контакты. Что это значит? Это
значит, что это может быть абсолютно любой социальный контакт, типа соседка с вашего аппаратного, с вашего дома, с вашего ЖК-комплекса. Это может быть женщина, с которой вы вместе ездите на работу. Каждый день, либо там пару раз в неделю вы с ней встречаетесь в общественном транспорте. Может быть, где-то из одного района. Это может быть медсестра, доктор, продавец, на заправке, кассир. Ну, то есть, как бы вот любой социальный контакт. Здесь женщина, которая не имеет к вам прямого доступа. Это может быть ваша коллега, кстати, тоже с работы. Но тут нет какого-то очень близкого общения. Если это коллега, то вы редко видитесь. Может быть, вы в разные смены работаете. Может быть, вы в разных офисах работаете. Иногда встречаетесь на тренингах, либо на каких-то совещаниях. Может быть, кто-то кому-то подчиненный. Так тоже может отыграться. Здесь про то, что женщина не имеет к вам полноценного доступа. То есть тут нельзя просто подойти и сказать: привет, как твои дела? Пойдем пить кофе. Здесь так не получится. Здесь либо между вами есть какая-то социальная дистанция, может быть, вы даже на «вы» общаетесь, либо здесь кто-то кому-то руководитель, либо вы крайне редко встречаетесь. Может быть, вы там 2 раза в месяц видите друг друга в трамвае, либо в метро, попадаете в один вагон. Но вы уже присмотрелись друг к другу и даже могли задаваться вопросом: а чего ты так частенько эту женщину встречаю? Женщина здесь, знаете, как положила на вас глаз, давайте так это назову. Здесь про то, что у человека как-то появилась мысль: а почему я так часто его вижу? Или почему я его вижу именно вот в таких странных местах? Или при таких странных обстоятельствах? Здесь женщина может верить в приметы, в знаки Вселенной. Ну, например, почему я этого мужчину вижу в этом автобусе вот именно там в такое-то время? Наверное, это не случайно, и плюс он мне симпатичен внешне. То есть женщина могла тут себе такое нашифровать. Здесь нет речи о том, что она вас там будет как-то в социальных сетях искать. Нет. Здесь больше она будет пытаться как-то с вами попасться вот в те места, где вы водитесь. То есть она будет пытаться понять, например, если это общественный транспорт, то она будет вот пытаться попадать в это место именно вот в то время, когда вы чаще всего видитесь. Если, например, это магазин, то она тоже будет плюс-минус думать, вот в какое время она чаще всего вас там видела. Ну, то есть, как бы человек будет пытаться понимать, вот в какое время можно вас там застать. Как ты будешь проявляться? Может попросить вас о какой-то помощи. Может вам задать какой-то вопрос, который вас немножко поставит в тупик, но вы запомните ее из-за этого вопроса. Может что-то вам такое сказать, после чего, вот знаете, как вы задумаетесь об этой женщине. Она не будет здесь вас как-то в тупую клеить, нет. Здесь может немножко эксцентрично как-то себя проявить. У кого-то эксцентрично, у кого-то загадочно, таинственно, у кого-то даже может быть немножко странно.
Но суть в том, что вы эту женщину запомните, потому что она будет себя вести не так, как остальные женщины, когда они хотят с вами познакомиться. Здесь задача какова? Сделать так, чтобы вы сами ее пригласили на свидание. Она может только улыбаться, говорить какие-то наводящие фразы, кокетничать, но она вам ничего не будет предлагать. Здесь такая, знаете, тонкая женщина, которая будет проявлять активность, инициативу, но очень так по-тонкому, по-женски, без каких-то нахрапов прям в лицо. Если это ваша коллега, она может попросить вас о помощи по работе, например, остаться после работы, чтобы с вами больше провести время. Если это ваша соседка, она может попросить вас что-то ей помочь, не знаю, там в квартире, либо там вот что-то во дворе сделать. И при этом вот через какие-то свои намеки, шутки, прибаутки вот как-то вывести вас на ту тему, чтобы вы сами пригласили на свидание. Здесь, кстати, женщина даже не парится на тему, женаты вы, не женаты. Здесь просто вот вы ей интересны, она хочет вас, знаете, как подтолкнуть к активности, к свиданию. Ну и понять, в принципе, заодно, насколько она вам интересна как женщина. Поэтому, кто себя узнал в этом общем раскладе, проявляйтесь к этой женщине, потому что как бы вы ей интересны. Двоечки, вот такой вот был ваш общий расклад. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным раскладом. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем хорошего вечера и всем пока.